Ну вот, сейчас я буду делать раскладку. Полочка у нас отрезная будет. Мы будем полочку делать не цельнокроенную. Я примерно разложила детали, как мы их будем раскраивать. Так как у меня не очень большой метраж, всего-то 1,15 м, получается так, что мне нужно уместить все детали. Вот. И хочу пометить то, что, смотрите, полочку я разложила не вот так вот, а вот так вот. Разложила, чтобы пройма, здесь пространство остается, и вот в это пространство может залезть, уложиться рукав. Вот. Получается, полочку я уложила, спинку тоже уложила проймой навстречу рукаву. Вот, теперь я буду... Здесь у меня, получается, зарисуется рукав. Как раз он войдет вот в это вот пустое пространство. За счет этого я сэкономлю. И однозначно у меня вот здесь вот поместится капюшон. Капюшон у меня будет всего из 2 деталей. На подкладку у меня будет белая кулирка. Вот. Сейчас я начну потихонечку зарисовывать. И начну зарисовывать с полочки. Вот смотрите. Вот у нас полочка. Да, первоначально я проверила, подходит ли мне длина изделия. Однозначно перед раскроем я померила длину нужного изделия. И получается так, что длина изделия мерится всегда от 7-го шейного позвонка по спинке. Здесь в данный момент получается, что у меня будет длина изделия по выкройке заданной. Так, 56 и плюс где-то сантиметров 6 сама пояс из кашкарце. Получается, у меня в готовом виде будет где-то 62. В принципе, меня это устраивает. И я ничего прибавлять уже не буду. Буду кроить прямо вот как по выкройке есть, так и буду кроить. Вот. Полочка по выкройке. Сама полочка идет цельнокроенная. Здесь сгиб. То есть капюшон у нас втачивается в закрытую горловину. Мы же будем здесь обрабатывать молнию. Поэтому мы должны сюда прибавить сантиметр на притачивание молнии. Я от кромки отмеряю сантиметра. Вот, 3 сантиметра. И укладываю край борта выкройки лекала на нашу намеловку. По низу укладываем, чтобы у нас не было пустоты. И вот уравниваем. И делаем зарисовку. И вот здесь вот у нас, получается, будет не изгиб, а мы прибавим, просто прибавим на притачивание молнии. Все просто обрисовываем по выкройке. По нашей выкройке зарисовываем по срезам. Вот. Полочку мы зарисовали. Дальше нам нужно зарисовать спинку. Деталь спинки у нас идет строго по сгибу. Поэтому мы укладываем изгиб ткани с краем деталей выкройки. И зарисовываем. Нужно обязательно обращать внимание, чтобы у нас, если есть неровности, был захват на нижнем срезе ткани. Уложили. Дальше начинаем также зарисовывать по контуру. Далее нам предстоит зарисовать рукав. Длина рукава у меня 62. Измеряем от высшей точки оката
по прямой. Сколько у нас идет на выкройке? 58. И плюс у нас будет 6 сантиметров сама манжета. В общей сложности у нас будет 64. В принципе, нормально. Как раз еще на свободу, на напуск. И получается, я ничего больше прибавлять не буду. Единственное, что мне нужно прибавить на ширину рукава. Здесь идет ширина рукава 44. Мой охват руки 41. Так как у меня полные руки, я должна немножко прибавить. Ширина рукава уже у меня будет с корректировкой. Вот, я укладываю деталь выкройки рукава. Обязательно корректируем на основы. По верхней части рукава от кромки у нас сколько? 39. Укладываем. И значит по нижней части рукава от кромки должно быть тоже 39. Значит нам немножко надо повернуть выкройку. Вот. Получается так, что я уложила выкройку. Вот у меня получилось, как раз оно легло под полочку. Плечевой срез полочки. Здесь по низу мне все хватает. Ничего я больше двигать не буду. И теперь зарисовываем. Вот, зарисовываем мы по контуру рукава деталь рукава. Обязательно отмечаем контрольные метки. Они нам очень важны. Эта метка линия плечевого шва и выше точка оката. А эта метка отмечает, что это вперед. Вот. И сейчас мне нужно прибавить. Я прибавлю где-то по 0,5 с каждой стороны, чтобы у меня немножко был посвободнее. В общей сложности у меня получится на сантиметр. Вот. Я от намелованной нашей линии прибавлю. Ну, давайте прибавим сантиметр. Пусть будет сантиметр, пусть будет свободно. Вот. Намеловала. Вот эта вот линия никогда не меняется. Она всегда на одной линии. И получается, я отодвинула на сантиметр, передвинула на сантиметр и зарисовала контур. Он у нас не совсем изменился, просто чуточку изменился. И уже опять-таки от этой точки до низа к прежней нашей намеловке, так как внизу я не хочу расширять. Вот так вот корректируем. И вот что у нас получилось. К низу я не расширяю, а кверху я расширила. И расширила, и у нас немножко передвинулась и изменилась срез проймы. На другой стороне то же самое. Вот она линия, вот она прямая линия. На одной линии у нас идет срез, боковой срез оката рукава. И я передвигаю, отмечаю сантиметр, то, что мне нужно увеличить. Вот эту точку и вот эту отмечаем на одной линии. Вот, пройму. Ой, окат. И вот повторяем вот этот контур. И как вот он у нас получился, зарисовываем. Вот он у нас чуть-чуть, прям чуточку, он у нас изменился. Дальше. Опять приходим к той нашей намеловке. Вот. Ненужные линии обязательно зачеркиваем. Они нам не нужны. Нам нужны только новые линии. Так как мы прибавили ширину рукава,
у нас изменился раствор оката рукава. Получается, что по нашей зарисованной деталям полочки и спинки нам нужно немножко изменить тоже раствор проймы рукава. Для этого мы чуть-чуть то же самое, на то, что мы расширили, мы немножко просто углубляем. Вот углубим вот чуть-чуть, так вот. Я бы могла и немножко по ширине прибавить, но у меня ткани прям впритык, не буду. И по спинке то же самое, чуть-чуть, на тот же самый сантиметрик, то, что мы прибавили, прибавляем углубляем по пройме. Вот так. Все. Дело теперь идет у нас за капюшоном. Смотрите. Сейчас получается, я сейчас покажу, что я хочу пояснить. Я сейчас вот так вот сложу и объясню. Вот наша полочка. И я хочу, чтобы у меня капюшон был не впритык к горловине, а чуть-чуть подальше. Вот насколько я хочу. Ну, допустим, я хочу на 5 сантиметров. Вот. Чтобы у меня капюшон был, он у меня будет пристегиваться. И я хочу, ну, подальше. Здесь у нас будет типа планочки. Вот. Я отмечаю вот эти вот 5 сантиметров. И получается, вот отсюда у меня начнется капюшон. Вот так вот. И на самом капюшоне мы сейчас будем изменять конструктивную особенность капюшона. И на самом капюшоне вот у нас есть линия плечевого шва и линия сопережения нахлёста капюшона. Вот этот нахлёст, он и есть вот этот вот центр полочки. Так как мы убираем, он нам не нужен, получается вот от этого середины сопережения, вот от этой точки сопережения капюшона я отмеряю 5 сантиметров, то, что мы хотим. Вот я уже провела. И проводим прямую линию. Прямую линию с нашей уже лицевым срезом капюшона. И вот я вот так вот провожу. И получается так, что я должна буду сейчас кроить капюшон вот таким образом. То есть за минусом всех вот этих вот нахлёстов. Но мне не нравится этот капюшон, слишком прямой. Я могу его чуть-чуть, вот прям чуточку, маленечко вот прям изменить. Вот хочу я его изменить, и все. Мы сами видоизменяем, как хотим. Сами создаем ту форму деталей, которую нам нравится. Вот берем вот так. Вот будет наш капюшон. Я срезать не буду, потому что вдруг мне еще пригодится эта выкройка. Но получается так, что мы вычли от линии сопережения нахлёста, он был бы у нас нахлёст друг на дружку, вычли раствор горловины у капюшона, и кроить мы будем по вот этой вот нашей зарисованной выкройке, намеловке. Поэтому получается, что вот у меня вот здесь вот уместится капюшон. Теперь он у меня уместится. Вот. Получается так. Прям вот как раз самый что ни на есть. Он у меня умещается. И я должна его зарисовать. Вот. Вот таким образом. Я зарисовываю его по контуру. То, что нам нужно. То есть вот я переношу вот так вот. Можно срезать, ничего страшного, если я привыкла так. Из одной выкройки можно перемоделировать как угодно. Обязательно отмечаем рассечки.
эта рассечка у нас линия совмещения плечевого шва. Вот. И переносим. Вот я вот так вот беру по сгибу и переношу. Все. Вот представьте, если бы я рисовала по лицевой стороне, да, что было? Вся кофта была бы изрисованная. Ну вот, наш капюшон зарисован. Полочка наша зарисованная. Теперь я хочу проверить все-таки и показать, как я проверяю, хватает ли мне на облегание. Обхват груди 29. И уже от 29 мы кладем на намеловку спинки и до сгиба. 59. 118. Моя грудь 110. Получается 9 сантиметров у меня на свободу облегания. В принципе, это нормально. Ширина спины. Ширина спины идет 22. Моя ширина спины 41. Так, а здесь получается 44. Получается почти 3 сантиметра на свободное облегание. То есть ничего изменять, добавлять я не буду. Немножко плохо зарисовалась. Ну вот, остальное вроде бы все. Получается так, что нам нужно еще зарисовать обтачку капюшона. Я ее зарисую вот здесь вот. Обтачку я буду зарисовывать тогда, когда я уже все раскрою. И карман. Получается, что вот здесь вот у нас как раз уместится кармашек. И нам нужно оставить на воротник. Получается, что вот здесь вот я зарисую карман, а вот эта деталь, вот это место у нас как раз уйдет на раскрой воротника.